Я думаю, многие из вас слышали про отмененную игру Spider-Man Classic, некогда сиквел Паутины Теней, разработку которого позже свернули, а наработки использовали в Shattered Dimensions. Но есть кое-что, о чем в других обзорах вы не услышите. Несколько дней назад в сеть слили очень интересный билд, который напрямую связан одновременно с тремя играми: Shattered Dimensions, Spider-Man 4 и Spider-Man Classic. Всем привет, и это снова Spidey Santa. Вы смотрите обзор на отмененную игру Spider-Man Classic. Я знаю, что вы все очень ждете вторую часть обзора старшей версии 4-го Паука, и обзор почти готов. Дело в том, что вторая часть обзора напрямую связана с данным билдом, поэтому мне пришлось скорректировать планы. А также я выражаю благодарность пользователю Гений Карпат, который очень помог с некоторыми находками. Ну что ж, давайте не медлить. Поехали. Информации в интернете касательно Spider-Man Classic мало. Все, что у нас есть, это сайт дизайнера Биди Фелтона, который приложил руку к некоторым играм про Паутиноголового, и портфолио еще одного художника, который также участвовал в разработке серии игр про Паучка. Оба этих человека работали как над Паутиной Теней, так и над Spider-Man Classic, а позже их наработки были использованы в последующих играх про Паучка. Начнем с краткого исторического экскурса. В 2008 году в свет выходит игра Spider-Man Web of Shadows. Прекрасная, самостоятельная история, наконец-то не касающаяся вселенной фильмов Сэма Рэйми. Механика моральных выборов, захват города симбиотами, мрачная атмосфера. Это стало глотком свежего воздуха в мире игр про Человека-паука. Сейчас я не буду говорить о минусах игры, о лагах, о графике и о том, что в целом эта игра состоит из наработок, не попавших в Третьего Паука, и что она сама имеет кучу вырезанного контента. Однажды я сделаю отдельную серию видосов про Паутину Теней, не волнуйтесь. Итак, в целом игра имела неплохие оценки, и команда принялась за разработку сиквела, у которого даже было рабочее название — Spider-Man Classic. В качестве главной задумки рассматривалась химия между легким и ловким Человеком-пауком и тяжелым и массивным Росомахой, который по задумке должен был стать еще одним игровым персонажем. Игра должна была совмещать в себе механики из Web of Shadows и комиксный визуал из Ultimate Spider-Man. Сюжет не должен был повторять концовку Паутины Теней, а напротив, это должна была стать новая история, которая повторяла самые интересные моменты из популярных комиксов про дружелюбного соседа. В комиксном стиле должны были быть и катсцены, покадрово повторяющие первоисточник. Таким образом, игра представляла из себя некий сборник лучших боев с самыми колоритными боссами Паучка, за исключением Венома. По словам Фелтона, они и так убили 2 года, рассказывая о противостоянии Венома и Человека-паука. Пора бы с ним уже закончить. Говоря конкретно о боссах, основной упор хотели сделать на Мистерио. Так сложилось, что Квентин Бек является недооцененным персонажем и часто поддается насмешкам из-за аквариума на голове, глупого плаща и отсутствия реальных суперсил. Однако, разработчики считали, что на самом деле у Мистерио большой потенциал. Тогда команда поставила себе цель необычным способом раскрыть сущность Мистерио. И сделать они это решили через отказ от ассоциации Мистерио с обычным человеком в костюме. Основная идея заключалась в том, что никто на самом деле не знает, как именно выглядит Мистерио, а то, что мы видим, это проекция. Таким образом, воплотить можно было любой сценарий. Мы могли уменьшиться до размера муравья, а Мистерио мог превратиться в змея-демона с щупальцами, и таким образом проходил эпичнейший босс-файт. А вот настоящий Мистерио на самом деле был в VR-костюме и руководил иллюзиями в отдельной комнате, словно кукловод из-за кулис. Однако, стоило Пауку разрушить иллюзию, Мистерио был обречен. Кстати, если вы заметили, в Shattered Dimensions не было никакого VR-костюма, но зато позже эту задумку все-таки воплотили в фильме Человек-паук вдали от дома. Также на роль еще одного основного босса рассматривался Карнаж. На сайте Фелтона можно найти как его концепты, так и 3D-модели. Возможно, сейчас вы скажете: ой, мы все это слышали в куче других обзоров на Spider-Man Classic, и причем даже чуть ли не слово в слово. Соглашусь, первоисточник-то ведь один, и информации на нем мало, но сейчас будут по-настоящему редкие и, возможно, даже эксклюзивные факты о данной отмененной игре. В портфолио одного из художников, который работал над Паутиной Теней, есть куча концептов из одноименной игры, среди которых встречается Шокер, а в описании указано, что это концепт Шокера из отмененной игры про Паучка. Учитывая тот факт, что это портфолио по Паутине Теней, не остается сомнений, что Шокер также планировался в качестве одного из боссов в Spider-Man Classic. Но и это еще не все. Я думаю, вы слышали
слушали об отмененной игре Человек-паук 4. Подробнее об ее истории я рассказывал в первой части разбора. Всем известно, что после отмены фильма и прекращения разработки одноименной игры, наработки старшей версии были использованы в разработке игры Prototype 2. Но что же случилось с наработками из младшей версии? Теперь у меня есть ответ на данный вопрос. 2 марта 2022 года в сеть был слит билд некой безымянной игры Spider-Man. Билд был собран 6 мая 2010 года, и на первый взгляд это просто переработанная версия Человека-паука для Nintendo Wii. Основные противники, локации, механики, мы все это уже видели, но если мы внимательно взглянем на модельку Человека-паука и сравним ее с концептом паучка из Spider-Man Classic, то увидим, что это одна и та же модель. Но и это еще не все. Фелтон на своем сайте упоминал, что наработки Classic перешли в Shattered Dimensions. И перед вами сейчас стартовый экран First Playable версии Shattered Dimensions. Обратите внимание на надпись Spider-Man. Точно такая же надпись используется в обозреваемом нами билде. А также давайте вспомним, что основной уклон планировали сделать в сторону комиксной тематики. Поэтому комиксы на заднем плане добавляют еще один плюс в нашу копилочку. И все-таки да, данный билд является чем-то средним между четвертым пауком и Spider-Man Classic. Итак, что же мы можем дополнительно сказать об отмененной игре, проанализировав данный билд? Весь интерфейс должен был быть выполнен в комиксной рисовке, начиная от оформления меню, заканчивая шрифтом, который ну уж очень похож на шрифт из Человека-паука 2000. На стартовом экране, как я уже упомянул, присутствуют различные комиксы. Из боссов, помимо упомянутых, также можно увидеть Скорпиона и Хамелеона. Возможно, они также могли появиться в игре. Но самое интересное, что есть в этом билде, это обзор персонажей. Тут есть новая модель паучка, подписанная как Amazing Spider-Man. Также есть модель паучка из Человека-паука 4 и оттуда же модель одного из миньонов. Но самая крутая модель — это модель Электро. В Spider-Man Classic он должен был предстать перед нами в классическом желто-зеленом костюме с разрезом на груди в виде молнии. Модный пояс, желтые берцы и вместо маски с молниями у него жутко обезображенное, обожженное лицо и глаза без зрачков. Геймплей в младшей версии Spider-Man Classic напоминает геймплей из младшей версии Паутины теней. Камера закреплена сбоку, и мы перемещаемся преимущественно в двух измерениях. Также в этом билде много тестовых уровней. Из них мы можем узнать, что в младшей версии Classic, помимо стандартных сражений с противниками, прыжков, ползания по стенам и притягивания на паутине, также были различные пикапс, некоторые из которых также имеют модельку пикапов из Паучка 2000, а еще различные платформы и стелс-режим, которые хотели реализовать через камеры видеонаблюдения и охранных роботов. Еще здесь есть незатекстуренный интерьер Скорб, но это билду досталось в наследство от четвертого паука. Также есть малофункциональный дебаг меню, в котором мы можем изменять положение хада, отключать его и делать паука бессмертным. Кстати, огромное спасибо пользователю Ice Mage за наводку на билд. Именно у него на канале вы можете подробнее понаблюдать за путешествием по скучным тестовым локациям. И единственный дискуссионный вопрос: а кому же принадлежит данный билд? С одной стороны, модельки и загрузочное меню полностью скопированы с Wii-версии, которые разрабатывали Евроком. Но с другой стороны, геймплей заточен точно не под Nintendo Wii. И вообще, сборка выпущена под Xbox. И что самое примечательное, HUD почти полностью скопирован со второго Человека-паука на PSP, который разрабатывали Vicarious Visions. А я напомню, что разработчики заявляли о 4 основных версиях отмененной игры четвертого паука. Версия на PlayStation 3, версия на Xbox, младшая версия на Wii и загадочная младшая версия от Vicarious Visions, о которой никто ничего не знает. Так может быть, это и есть тот самый потерянный билд четвертого паука от Vicarious Visions? Тут мы можем только гадать. И последняя грандиозная находка принадлежит гению Карпату. Сейчас вы наблюдаете тестовое видео, созданное во времена разработки Web of Shadows, на котором Человек-паук и Росомаха, объединившись, побеждают противника. Судя по моделькам, изначально данное взаимодействие Логана и Питера хотели вставить в Паутину теней, но мы такой фичи в игре не помним, поэтому, вероятно, эту идею отложили для Spider-Man Classic. И в этом же видео есть вот такая тестовая анимация взаимодействия с объектами. Такие элементы не характерны для Паутины теней, поэтому данную фичу 100% разрабатывали для Spider-Man Classic. На этом по находкам все. Давайте подытожим. Spider-Man Classic планировалась как игра с комиксной рисовкой, гибрид Web of Shadows и Ultimate Spider-Man. Игровых персонажей было двое.
Человек-паук и Росомаха. При этом они могли взаимодействовать друг с другом. Игра должна была из себя представлять подборку лучших сражений с лучшими боссами из комиксов, среди которых были Мистерио, Карнаж, Электро, Шокер и, возможно, Скорпион с Хамелеоном. Концовка у Spider-Man Classic весьма плачевная. В 2009 году студия Shaba Games, которая выпустила Web of Shadows и разрабатывала Spider-Man Classic, обанкротилась. Проект свернули, а имеющиеся наработки отдали студии Binox. И казалось бы, следующим ключевым моментом должна быть уже непосредственно Spider-Man Shattered Dimensions, где мы и увидим большинство описанных деталей. Но нет. Вместе с билдом Spider-Man Classic также слили первый игровой билд Spider-Man Shattered Dimensions. Но о нем мы поговорим в следующем видео. Друзья, если прошло какое-то время и в интернете появилась новая информация касательно Spider-Man Classic, я обязательно запилю об этом видео, и конечно же здесь появится подсказка. Ну а чтобы случайно не пропустить данное событие, не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы всегда оставаться на связи. Всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был Спайди Санта.